Следующий, друзья, слайд традиционно. Здесь мы поговорим о том, что произошло в течение одного года. Я, значит, период исследования показываю вам февраль 2025 год. Это график, рисунок, гистограмма. И в феврале 2026 года уже $583 за квадратный метр, что, собственно, показало нам, я вам говорил, 3% с половиной, а на самом деле, видите, за год недвижимость подорожала на 4,81%, ну почти на 5% подорожала. С какого перепугу, друзья, не знаю. Кто в курсе, напишите мне, пожалуйста, будет интересно почитать. Также мы, друзья, делаем на протяжении много лет индексы для крупных украинских банков, также иностранных банков, которые работают на территории Украины. Но это уже рекламная пауза, так сказать. Что такое индекс, друзья? Ну, давайте я вам покажу на примере социального жилья. Индекс положительный, единичка, запятая 0,48. Считается он достаточно просто, если у вас есть статистические данные. Показываю, как он считается. 588 делим на 561. Получаем рост в годовом измерении 4,81%. Или же индекс положительный, единичка 0,48. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. То есть это управление по рискам или риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, друзья, а я один из немногих в Украине, который знает, как меняется стоимость недвижимости во времени. И на примере вам одного только класса жилья на вторичном рынке, он перед вами, показывал, как меняется стоимость недвижимости. В данном случае эта недвижимость растет. Для того, чтобы вы нашли меня, вы можете в описании канала посмотреть, есть Viber телефон мой, можем созвониться, списаться, составим техническое задание и раз в квартал будем для вас делать исследования по всем сегментам рынка недвижимости, под которые ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть, еще раз напомню, наша синергия знаний, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени, поможет и в вашем сложном бизнесе, ну и, конечно, поможет дальше мне развиваться, заниматься наукой, ну и также компании Olymp Consulting дальше работать на этом рынке консалтинговых услуг. Друзья, переходим к следующему слайду, это уже завершающий слайд. Здесь мы разберемся, что произошло с предложениями, точнее повторимся, я перенес этот слайд, который только что рассматривал. Видим, что за год рост стоимости по предложениям на 4,81%, класс социальное жилье и этот же класс, друзья, в аренде. Что он нам показывает? Здесь, естественно, мы сравниваем декабрь 2025 года с декабрем 2024 года. Итак, мы видим вот внизу строка такая, да, что на 4,63%, это все в долларах, друзья, если вы заметили, вторичный рынок, он продается исключительно в долларах. Понятно, что в договоре купли-продажи пишут оценочную стоимость в гривнах, а люди передают друг другу, в общем-то, зеленые бумажки, да. И поэтому я, чтобы вас не путать, в долларах посчитал и аренду, хотя аренда в Украине это за гривну, но привязывают к доллару ее однозначно. Поэтому у вас есть возможность уникальная увидеть, как дорожает стоимость квадратного метра в долларах почти на 5%, и как дорожает аренда за год на 4,63%. Друзья, это, я так думаю, что апогей вот тех процессов, которые связаны были непонятно с чем и вызвали такой бурный рост стоимости. Да? Почему я говорю, что это апогей? Для сравнения, если предположим, ну, аренда это, в общем-то, деньги, которые вложены в приобретение недвижимости, которые генерируют какие-то денежные потоки. То есть вы получаете пассивный доход. Да? Вот в долларах купили квартиру, и потом в переводе на доллары получаете этот пассивный доход, и он составил 4,63%. Предположим, если у вас есть какая-то сумма денег в долларах, и вы
положите эти деньги на расчетный счет свой, то есть депозит откроете в любом банке в Украине, вы для себя с удивлением увидите, что за год вы получите также пассивного дохода, там процентная ставка 1, где-то я видел 1,5, скорее всего будет это 1%. То есть это несоизмеримые, вы видите, там 1%, а здесь 4,63%. То есть я так думаю, что это пик, и дальше уже, ну, это будет совсем неадекватно, это ни с чем нельзя обосновать. Я все-таки думаю, что как снижаться аренда будет весь 2026 год, так и начнет снижаться стоимость квадратного метра в данном случае в городе Харькове. И это мы будем еще раз наблюдать весь 2026 год. Давайте закрою показ слайдов и уже подводя итоги, помним, что за год на 4,81% подорожала недвижимость. Я предполагаю, что все-таки вот этот месяц март, я записываю сегодня на 6 марта, он покажет по социальному жилью, по всем классам уже показывает снижение. По социальному мы в феврале увидели незначительную динамику роста 0,36%. Я все-таки предполагаю, что в марте это будет снижение где-то может 0,5%, может 1%. То есть незначительно, но и последний, так сказать, бастион, да, который показывает нам рост стоимости социальное это жилье, все-таки будет медленно и уверенно снижаться. То есть до конца первого квартала мы увидим незначительную динамику снижения, может в 0,5% или в 1%. На больше загадывать не хочу. Почему? Потому что в данном случае на прогнозы влияют внешние факторы и внутренние. Внутренние факторы – это все, что связано с экономикой, с развитием экономики. Здесь я очень хорошо, поверьте, ориентируюсь и могу предполагать, что произойдет. А вот внешние факторы, которые также влияют на экономику Украины, это война, и тут все, что угодно может произойти. Будет где-то прорыв фронта, все полетит в тартарары, я имею в виду, люди начнут уезжать с города, как это уже было, и мы наблюдали это, помните, 2022 год, мы вспомнили начало войны. Действительно, колонны уезжали машин, нельзя было проехать, ну я по Киеву сужу, но по Харькову тоже самая история была, и в Днепре такая же история была. Поэтому, друзья, пока говорим только о краткосрочных перспективах рынка. Ну, похоже, все, друзья. Пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости в Украине, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить данному видео. Также можете задавать мне вопросы, с удовольствием отвечу. Ну, адекватным, умным людям я люблю отвечать. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум картой путеводной в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.